Удивительно. Вафельный стаканчик, 1962 год. Знаю, что такое. Сегодня тоже согрешил с вашей подачи. Съел один. Вот это 62 года. Владимир Ильич, классический рецепт 62 Я года. знаю, что это такое. На крахмале и на яйцах. И я настаиваю правильно. всегда на том, чтобы мы вернули себе рецептуру советского периода. Это правильно вы делаете. Не все, а в большинстве своем наше было лучше. В январе 2026 года Александр Лукашенко вручил символы государственного знака качества. Среди предприятий, чью продукцию высоко оценили, был и Кобринский маслодельно-сыродельный завод. Награды удостоился пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1962. Съемочная группа «Белта» заглянула за кулисы производства полюбившегося всем десерта. Процесс приготовления мороженого начинается с приемки термизированного молока и сливок. Это значит, что сырье прошло щадящую тепловую обработку. Дальше идет приготовление смеси. Это перемешивание и растворение в молоке и сливках составляющих рецептуры. Это компонентов, которые входят в рецептуру. Каждый компонент добавляется по очередности и при определенной температуре. Потом компоненты перемешивают и нагревают. Затем масса поступает на гомогенизатор при температуре 75-77 градусов. Это механический процесс измельчения крупных жировых шариков на более мелкие частицы. Все эти процессы автоматизированы и закрыты. Далее смесь идет на пастеризацию. Пастеризация смеси при температуре 87-89 градусов. Выдержка 1 минуту. После этого смесь охлаждается до температуры 4-6 градусов. Охлажденная смесь поступает на созревание. Для этого есть специальные бочки. Затем созревшую смесь отправляют на фрезерование. Фрезерование – это процесс насыщения смеси воздухом. Поэтому получается такая воздушная красивая масса под названием мороженого. После фризера при определенной температуре мороженое попадает на формование, в данном случае в хрустящем вафельном стаканчике. Вообще линия универсальная, здесь можно формовать мороженое разных видов. Дальше оно идет в камеру на заморозку. Туннель это называется. Там температура минус 40 градусов. Там происходит закаливание мороженого 30 минут, пока оно проходит весь этот закалочный туннель. Температура мороженого на выходе из этого тоннеля от минус 18 до минус 20 градусов. Зависит от вида мороженого. В стаканчике может быть чуть ниже, не так быстро промерзает. После закалочного туннеля оно идет, проходит вот такой долгий путь в захватах и поступает на фасовочный автомат, где оно фасуется в пленку, маркируется, то есть ставится дата, партия, дата изготовления и годен до. Также при фасовке считываются коды, QR-коды. Сейчас без этого никакое производство не обходится. Фасовщики, которые работают на линии, складывают мороженое в ящик от 12 до 45 штук. После ящики по транспортеру едут в холодовой тамбур. Пока оно туда едет, клеятся этикетки. На этикетках, то есть там вид тоже, масса, сколько его там в ящике, дата изготовления, все, что требует лаборатория от нас. И поступает в холодовой тамбур, там оно складируется на поддоны и далее уже в закалочную камеру. Там температура минус 26 градусов, минус 25, минус 26 и 6. Там происходит до закаливания мороженого. Оно должно там находиться не менее 6 часов. Мороженое производят по ГОСТу 1962 года. Отсюда и название. Если искали мороженое, как в детстве, вот оно, то самое. Вкус этого пломбира знаком разным поколениям. Здесь все только натуральное. Молоко, сливки – это обязательно в нашем мороженом. Только натуральное молоко и сливки. Далее кукурузный крахмал,
яичный желток. Вот эти компоненты являются у нас стабилизаторами. Никаких дополнительных, более ненатуральных это мороженое не содержит. Ну, сахар, естественно, ванилин. Готовую продукцию проверяют в лаборатории. В фокусе 3 главных показателя. Мы проверяем массовую долю жира, массовую долю сухих веществ и титруемую кислотность. Массовая доля жира должна быть не менее 12%, массовая доля сухих веществ не менее 37% и титруемая кислотность не более 21 градуса Тернера. На проверку каждого показателя необходимо разное время, но в среднем для определения качества продукции специалистам нужно около 20-30 минут. Массовая доля сухих веществ дает прекрасную консистенцию, массовая доля жира, естественно, и титруемая кислотность говорит о том, что мороженое будет вкусное, сладкое и приятное на вкус. И, конечно, не обходится без визуальной оценки. Есть четкие критерии эталона красоты десерта. Шапочка у мороженого должна быть ровная, глянцевая поверхность и без пузырьков воздуха. Пломбир 1962 начали производить в Кобрине в 2019 году. Только за 2025 год было реализовано более 14 тонн. Десерт полюбили не только в Беларуси. Мороженое пользуется большой популярностью в странах СНГ и Китая.